Привет, друзья! Вы на канале Куйсталь. Сегодня мы посмотрим вот на такой вот станок, ручной станок для холодной ковки, а также посмотрим на него в работе. Назвали мы этот станок Арнольд, потому как станок помогает не только изготавливать элементы холодной ковки, но и прокачать свою мускулатуру. Итак, друзья, теперь с первого еще начнем. Это устройство, из чего состоит наш станок, а также для чего его можно применять. Значит так, станок собран на основе нашего блока проката профильной трубы. То есть боковины здесь точно такие же, как на всех наших блоках прокатов. Видео полно на каналах о наших блоках. Две боковины из металла 20 мм. Все добротно, все отфрезеровано со всех сторон. Здесь приварено вот такой вот подопорный ролик, подвижное устройство. Здесь также все аккуратно профрезеровано. Все сделано аккуратно. Качество сварных швов тоже можно видеть. Все сделано, собрано очень аккуратно. Все элементы точеные, фрезерованные, все мехобработано. То есть сделано все добротно. Данный станок обладает максимальным функционалом по сравнению со всеми станками-конкурентами. Он позволяет вот здесь гнуть завитки в вертикальной плоскости. Почему выбрали именно вертикальную плоскость? Для того, чтобы уменьшить габариты станка, а также в ней, в вертикальной плоскости, гораздо удобнее работать вручную, потому как рукоять не мешает. Она крутится в той же плоскости, что и лекало. Ну и по многим другим причинам. Значит, здесь находится на станке место для установки лекал. Лекала здесь устанавливаются вот подобного типа с ромбом таким вот внизу. Прикручиваются двумя винтами крестовидной отверткой. Здесь установлен опорный ролик. Опорный ролик передвигается без никаких ключей при помощи руки, зажимается, откручивается, снова зажимается. На опорном ролике установлены подшипники разных видов для того, чтобы совместить плоскость ролика с плоскостью лекала, для того, чтобы обеспечить максимально ровную гибку без участия оператора для поддержки заготовки. Дальше. На нашем станке установлены однозаходные кулаки для замятия окончаний. То есть 15-ю трубу мы загибаем за один раз. 20-ю может лучше за два. Но в принципе тоже можно за один. Сзади за кулаками замятия установлен вот такой вот упор. Подвижной. Его можно установить и гнуть все уже замятия абсолютно одинаковые, чтобы потом в дальнейшем получались одинаковые завитки. Здесь у нас на выносных валах возможна установка разнообразных роликов проката. Их в ассортименте в нашем более 30 комплектов разнообразных видов проката. В данном случае установлен прокат для хомутной полосы. Ролики меняются легко и быстро. Откручиваем эти два болта, надеваем любые другие ролики. То есть, допустим, вот такие 15 на 15 прокат плитка. Движение станок приводится за счет вот такой вот рукояти. Здесь все тоже аккуратно отфрезеровано. Рукоять разборная. Здесь у нас установлена головка ударная на 27. Здесь шестигранник. То есть надеваем, рукоять съемная. Для того, чтобы обеспечить удобную работу по смене роликов. То есть удобно менять ролики, когда снята рукоять. Также эту рукоять можно применять потом для модуля торсировки. Оснастка этого станка очень богатая. Как я говорил, более 30 у нас комплектов роликов, появляются всегда новые. Здесь только небольшая часть этих роликов. Есть разные типа размера вот таких вот устройств гибких под 90 градусов. То есть здесь у нас лежат для трубы 15 на 15 и 20 на 20. Есть любые другие, 30 на 30 и 40 на 20, 40 на 25. Есть также в комплектации станка 9 лекал. Здесь у нас одно стоит на станке и 4 здесь у нас представлены для того, чтобы вам показать, но не загромождая, скажем, стол, потому что для всей оснастки здесь даже не хватит места. Значит, переходим к модулю торсировки. Вот, снимаем вот эту рукоять, вот такая вот рукоять, еще раз покажу, добротная, красивая. И она же подходит к модулю торсировки. В чем преимущество нашего модуля торсировки? Здесь мы работаем сбоку, что позволяет модуль торсировки устанавливать не только с краю стола, допустим, если в отличие от моделей, в которых рукоять находится в этой плоскости, мы можем установить его в любом месте стола. Хочешь с краю, хочешь по центру, где угодно можно установить данный модуль торсировки. Потом этот модуль торсировки внутри оборудован редуктором, что увеличивает силу оператора
примерно в 2 раза. И при этом делает вас уже Арнольдом. В комплектации модуля трассировки станка Арнольд идут вот такие вот у нас насадки для работы с разными квадратами. Значит, это вот 8 на 8, установлено здесь 10 на 10, 12 на 12, а также вот такие вот насадки для изготовления элемента, шишка или, как ее называют еще, корзинка. Еще одно большое преимущество нашего станка для трассировки, не все станки это позволяют, делать торсион с пропуском. То есть здесь можно пропускать заготовку внутрь и в любом месте прутка делать торсировку. То есть можно здесь и здесь, либо только по центру. Не обязательно сразу на весь пруток. Это мы чуть позже продемонстрируем. Модуль торсировки, как и станок, крепится 4 болтами. Мы здесь закрепили на 2 болта пока. Вот, крепится 4 болтами к любой столешнице любого стола. Либо, не знаю, куда вам будет удобно. Итак, друзья, теперь перейдем от болтовни к делу. Попробуем наш станочек в работе. Значит, здесь у нас установлены ролики для изготовления хомутной полосы. С нее мы и начнем демонстрацию работы нашего станка. Для того, чтобы изготавливать хомутную полосу, нам понадобятся обрезки листа единица. Вот такой вот лист. Вот. Все, устанавливаем рукоять. Вставляем заготовку в ролики. Так, сейчас вставляем заготовку в ролики. Все, заготовка попала туда. И начинаем гнуть хомутную полосу. Сразу же станок отрезает эту хомутную полосу и формирует на ней канавки. Вот, вышла такая хомутная полоса. Если вам необходимо сделать будет хомутную полосу, ну, допустим, с большого куска металла, то придется снять рукоять, найти стандартный вороток от набора с ключами, трещотку так называемую, и уже вращать, скажем так, только внизу вот этот вот вал, ну, чтобы не мешала заготовка. А из таких вот кусков, ну, сантиметров почти по 10, можно изготавливать вот сразу такую полосу и с этой вот ручкой, она не мешает. Теперь, друзья, попробуем сделать разнообразные прокаты, меняя ролики, которых, я как говорил, у нас в ассортименте огромное количество. И будем наносить фигурные прокаты на профильную трубу. Итак, друзья, установили ролики проката 15 на 15 косичка. Профильная труба холодноката на 15 на 15. Швом поворачиваем ее в бок. Прижимаем заготовку. Все, прокатываем профильную трубу. Все, прокатали профильную трубу. Небольшое искажение есть по радиусу. Вот, но это все легко равняется. Вот такой вот прокат нанесли на профильную трубу, косичка. Итак, друзья, дальше меняем ролики, ставим прокат 15 на 15, плитка. На 15, прокат плитка. Все без особых усилий прокатывается прокат плитка. Скажу, что в станке установлен еще одна шестерня, которая увеличивает силу оператора в 2 раза, поэтому прокатывается все без особых усилий. Вот такой вот прокат плитка. Катаем прокат змейка на профильной трубе. Вот такой вот красивый прокат змейка 15 на 15. Итак, друзья, сейчас нанесем прокат битая грань по прокату косичка. Прям поверху. Посмотрим, что у нас получится. Ну вот такая красота получается. Теперь, друзья, я установил ролики для проката трубы 20 на 20. Здесь прокат у нас косичка. Есть также то же самое прокат плитка, змейка, обычная уканавка, то есть обычное усиление. Все это есть в ассортименте. Но чтобы не затягивать ролик, мы попробуем только косичку.
Катается абсолютно так же легко, как и 15 на 15. Никаких почти усилий прилагать не надо. Вот такой вот прокат. Косичка на трубе 20 на 20. Итак, друзья, дальше будем производить замятие на нашем станке на профильной трубе 15 на 15, которую мы ранее прокатали. Все, поджали заготовку, выставили ее ровненько и поехали. Все гнется достаточно не тяжело. Вот она уже готова. Сейчас можно рукой словить, а можно вот так вот выбросить. Вот такое вот выходит замятие на трубе 15 на 15. Давайте вторую сторону. Снова поджали, выставили ровно относительно упора и поехали. Так, сейчас посмотрим, какое получается замятие. Все замято, никаких дырок в трубе нет. Друзья, труба 20 на 20, прокат косичка. Вот такое вот замятие на трубе 20 на 20. Итак, друзья, сразу же замяли и пробуем гнуть завиток. Труба 20 на 20. Просто чтобы продемонстрировать вам работу. Здесь упор, подшипники идет, и здесь все плоскости совпадает. Труба 20 на 20. Гнется не очень тяжело. Я бы сказал, даже легко. Ну, вот она. Согнули трубу 20 на 20. Так, друзья, вот ранее замята у нас профильная труба 15 на 15. Пробуем гнуть завиток из трубы 15 на 15. Гнется абсолютно легко. Даже нагрузка особо не чувствуется. Итак, друзья, согнули одну сторону. Вот такой завиток красивый. Сейчас гнем вторую. Согнули вторую сторону. Вот такой у нас получился промежуточный результат. Сейчас поменяем лекало и закончим. Итак, друзья, снимаем лекало L1. Будем менять его лекало на лекало L4. Так, дальше отводим опорный ролик на необходимое расстояние. Вот такое примерно. Все, можно работать. Так, друзья, дальше вставляем заготовку лекала. Вот, все, вставили. Выставляем все ровненько, чтобы было. Смотрим. Так, все, чтобы ровненько было. Все аккуратненько. Все, можем гнуть. Гну первый раз на этом лекале, на этом станке. Вот, все, согнули одну сторону. Переворачиваем. Вставляем вторую сторону. То же самое все выставляем. Ровненько. Аккуратненько. Все, гнем вторую сторону. Гнуть абсолютно не тяжело. Разгрузочная шестерня не помогает в этом. Поэтому особых усилий не прилагаем. Ну, в общем, вот такая вот вышла завитушка. Старт на L1, продолжение на L4. В ассортименте еще у нас всего 9 лекал. Так что выбор очень богатый.
все пробовать не будем, потому что не хватит никакого времени. Итак, друзья, сейчас еще испытаем мы наш угловой трубогиб быстренько. У нас есть разные типа размеры этих трубогибов. Попробуем просто принцип работы на профильной трубе 20 на 20. В данном случае мне попалась 20 на 20 прокатом косичка. Думаю, что все получится и с ней. Все, вот так вот вставляем и загибаем трубу в угол. Вот. Получаем вот такое качество гиба. Но я не догнул тут 90 градусов. Мне это не надо, мне главное показать вам, как что работает. И изготавливаем всякие скамейки, табуретки, все что угодно, кому что для чего надо. То есть, вот. Легко гнется 20 на 20, легко согнется и 40 на 20, и 40 на 25. Ну вот такой вот. Согнули профильную трубу. Угловой трубогиб легко позволяет гнуть угол 90 градусов, можно чуть больше. Вот. Ну и меньше можно. Итак, друзья, мы показали операции, которые выполняет вот этот блок станка Арнольд. В ассортименте огромное еще количество всяких оснасток. Можно делать почти все. Теперь перейдем к нашему модулю трассировки от станка Арнольд. Снимаем рукоять отсюда, устанавливаем рукоять на модуль трассировки. Все сюда подходит. Итак, друзья, про торсион немножко. Значит, данный торсион позволяет делать торсион с пропуском. Для этого здесь нарезаны с 4 сторон резьбы. То есть сюда вкручиваем болты и делаем торсион с пропуском, если нам нужен. Чтобы, допустим, торсион был здесь и здесь. Потому что вот на этой оснастке она предназначена для быстрого изготовления торсиона. Торсион можно делать в любом месте квадрата. То есть по всей его длине, то есть в любой, потому что торсион сам, модуль трассировки сам проходной. Вот, все. Для более быстрой работы под все типы размеры. Также вот такая вот оснастка, это под шишку или корзинку. Итак, делаем на прутке квадратном сечении 10 на 10, другого у меня нету. Значит, трассировку. Делать можно, вот как вы видите, в любом месте. Пожалуйста, хоть так, хоть где. То есть там тоже вылазит все. Пожалуйста, делаем там в любом месте. То есть выбрали, в каком месте делаем, и начинаем вращать. Вращать тоже можно трассировку делать в любую сторону. Вращать легко, так как модуль оборудован коническим редуктором. Все очень легко происходит. Ну и тут уже считаем обороты, кому сколько надо. Там больше, меньше можно завернуть. Это уже по желанию. Ну, допустим, вот так вот. Все, вынимаем. Вот такой вот у нас получился красивый торсион. Итак, друзья, мы показали вам такой замечательный станок Арнольд. Обязательно оставьте свои комментарии, что так, что не так. Все, пишите, что вы думаете об этом станке. Станок, конечно, подойдет больше для личного какого-то употребления, но можно и работать на нем на производстве, на небольшом, естественно, мелкосерийном. Вот. Сегодня я поснимал видео, немножко, скажем так, подкачался, сделал зарядку. Ничего такого тяжелого здесь нету. Кстати, сделаю специальное предложение. Если кто-то хочет сделать такой станок в подарок, вот скоро 23 февраля, мы можем написать этикетку любую по вашему желанию. То есть там не железный там Арни, как была кличка вот этого Арнольда, а написать Железный Петр, например, или там лучшему там, скажем так, семьянину. То есть на ваше усмотрение, если вы хотите сделать этот станок в подарок на 23 февраля, мы можем поменять вам этикетку на любую другую. Вот, этикетка алюминиевая, красивая. Итак, друзья, не забываем лепить лайк, подписаться на канал. А пока всем до свидания и до новых встреч на нашем канале.